Привет, Арми. 8 октября 2023 года Ви исполнил песню Джонни Стимсона «Flower» на своем концерте. Вечер был наполнен эмоциями, многих присутствующих тронула нежная мелодия и теплые слова песни. 2 года спустя Чингук выбрал ту же песню как свою любимую песню о любви. Этот идентичный выбор казался не просто совпадением, он отражал гармонию вкуса и чувств. Когда два сердца выбирают одну и ту же особенную песню, между ними скрывается некий смысл. «Flower» рассказывает о любви, которая растет медленно, как цветок, распускающийся весной, о чувствах, которые терпеливо взращиваются, пока наконец не расцветут прекрасным цветом. Сам Джонни Стимсон узнал, что Чингук выбрал его песню во время прямой трансляции. Сначала он не знал, потом проверил. Убедившись, он выразил свою радость и благодарность. Что сделало этот момент еще более особенным, так это то, что Джонни тоже считал «Flower» своей собственной песней о любви, словно образовался теплый круг, соединяющий их музыкой. Тэхён и Чингук пережили много моментов вместе с юности. Они росли вместе на протяжении долгих путей своей карьеры и жизни. Они понимают привычки друг друга, они делятся плейлистами, им нравятся одни и те же песни. Когда два человека проводят вместе годы, их страсти часто сходятся в одной точке. Выбор песни «Цветок» кажется символичным. Он говорит о развивающихся отношениях, о чувствах, которые взращиваются медленно, но верно. Текст песни описывает любовь, развивающуюся постепенно, подобно растению, которому нужны свет и время. Эта метафора часто напоминает многим о пути Тэхёна и Чингука, дружбе, которая выходит за рамки времен года, о преодолении трудностей, о том, как они остаются сильными, несмотря на испытания. Цветы прекрасны и жизнестойки, также жизнестойки и связи, построенные на общих переживаниях. Когда Джонни Стимсон позже подписался на Чингука в социальных сетях, хотя он также подписался на Тэхёна, фанаты восприняли это как трогательный момент. Как будто музыка объединила три имени в гармонии. Фанаты с энтузиазмом поделились новостью. Для многих такие маленькие детали были значимыми. Песни стали языком, не требующим долгих объяснений. Они просто ощущались. С другой стороны, однажды частная переписка между Тэхёном и Чингуком была опубликована без его согласия. В разговоре присутствовали сочувствие и понимание. Это не было публичным заявлением и не было официальной позицией, но его слова были вырваны из контекста и искажены, а затем использованы в ситуациях, в которых он никогда не предполагал. Это представляет собой нарушение частной жизни и доверия. Это, безусловно, обидно. Тэхён известен как мягкий, вежливый и чуткий человек. Именно эти качества заставляют многих людей уважать его, но добротой нельзя злоупотреблять. Ее нельзя использовать как инструмент в интересах других. Он заслуживает уважения, личного пространства и справедливости, когда рассматривается полный контекст каждого заявления. В подобных ситуациях лучшая поддержка – это здоровая поддержка. Избегайте споров, не обостряйте ситуацию, сообщайте о дезинформации и распространяйте позитивные сведения о его работе и истинном характере, рассказывая о его музыке, его преданности и искренности, которую он проявлял на протяжении многих лет. Можно сказать, что создаваемая энергия направлена на защиту, а не на конфликт. История Тэхёна и Чингука показывает двух людей, которые уважают друг друга, поддерживают друг друга и растут благодаря совместному опыту. Их близость проявляется в мелочах, в их тихом внимании, в их взаимной заботе. Им не нужны громкие заявления, чтобы передать друг другу смысл, часто достаточно простых действий. Отношения, построенные со временем, терпением и совместным опытом, прочны. Такая связь учит верности, уважению, постоянной поддержке. Многих вдохновляет не только их работа, но и то, как они относятся друг к другу. Когда мы слушаем «Цветок», мы можем слышать только песню о любви. Но для некоторых эта песня символизирует путешествие, рост, заветные чувства, отношения, которые остаются крепкими в любое время года. Эта история напоминает нам, что музыка может объединять, она может быть посланием без слов. Оно может передавать смысл, понятный только сердцу. И в конечном итоге, самое важное – это сохранять уважение, уважать частную жизнь и оказывать поддержку вдумчиво, потому что доброта, подобно цветку, будет продолжать цвести, если ее взращивать с любовью и пониманием. Эта история не ограничивается песней или моментом, когда два известных исполнителя выбирают одну и ту же мелодию. Это нечто большее. Это размышление о том, как чувства могут расти тихо, медленно, но мощно, подобно корням, проникающим в почву, прежде чем, наконец, расцвести.
Когда Ви исполнил на сцене песню Джонни Стимсона «Flower», он не просто произнес ноты и слова, он передал эмоции, вибрации в его голосе, взгляд в его глазах, то, как он чувствовал каждый куплет, все это казалось искренним, как будто песня занимала особое место в его сердце. 2 года спустя, когда Чингук назвал эту же песню своей любимой песней о любви, многие почувствовали тонкую, но ощутимую связь. Музыка часто является невербальным языком, она говорит без необходимости долгих объяснений, она трогает без необходимости разъяснений, и в этой истории «Flower» превращается из простой песни в символ роста, символ верности, символ чувств, хранящихся в молчании. Отношения, зародившиеся в юном возрасте, пережившие тренировки, выступления на больших сценах, давление и превратности времени, не хрупки, они закаляются опытом, проверяются обстоятельствами и укрепляются доверием. Тэхён и Чингук за годы совместной жизни показали, что поддержка не всегда должна быть драматичной. Иногда она проявляется в самой простой форме – быть рядом друг с другом, понимать друг друга без лишних слов. В условиях всеобщего внимания, давления общественного мнения и различных спекуляций самое важное – сохранять перспективу, уважать границы и не позволять преувеличенным историям заглушить истинную суть. Потому что, в конце концов, реальность – это их работа, преданность и долгий путь, который они прошли. Утечка их личной переписки служит напоминанием о том, что даже публичные личности остаются людьми. У них есть личное пространство, личные разговоры и право на то, чтобы их неправильно истолковали. Сочувствие – это не слабость, нежность – это не ошибка. Понимание точки зрения другого человека не означает занятие определенной позиции. Важно сохранять хладнокровие, не поддаваться провокациям и не распространять информацию без полного контекста. Наша главная сила как сторонников заключается в зрелости, в распространении позитива, поддержке, праздновании достижений и демонстрации того, что любовь может быть громче ненависти. Когда мы избегаем ненужных конфликтов, мы на самом деле защищаем их имидж и душевное спокойствие. Связь между Тэхёном и Чингуком, будь то взгляд, смех или небольшой жест, запечатленный на камеру, всегда теплая. Но ее ценность заключается не в домыслах, а в постоянстве во взаимной поддержке, постоянстве в сохранении уважения, постоянстве в совместном пути, даже когда жизненные пути продолжают развиваться. Песня «Цветок» учит тому, что для чего-то прекрасного нужно время. Он не расцветает за одну ночь, он растет в течение сезонов. Иногда ему идет дождь, иногда его треплет ветер, и все же он стоит, он продолжает процветать. Точно так же отношения, построенные на терпении, не хрупки от одной бури. Их не разрушает один слух. И, возможно, в этом и заключается их глубочайший смысл. Дело не в том, чтобы что-то доказать миру, не в том, чтобы оправдать чьи-либо ожидания, а в сохранении искренности, в сохранении ценностей, в защите сердца, потому что любовь, в любой форме, всегда находит свой путь к росту. Как армия, все, что мы можем сделать, это продолжать оказывать мудрую поддержку, уважать частную жизнь и радоваться работе, не причиняя боли, любить, не принуждая, доверять, не создавая давления, потому что уважение – это высшая форма поддержки. В конце концов, это история песни, история голоса, который вибрирует на сцене, история простых, но значимых выборов. Все сводится к одному – искренности, и именно эта искренность делает это путешествие таким прекрасным. Если однажды мы снова послушаем «Цветок», возможно, мы вспомним не только мелодию, но и послание, которое она передает, что чувства, которые растут медленно, которые терпеливо взращиваются, о которых заботятся с любовью, всегда найдут свой путь к расцвету, тихие, как цветок весной, но сильные, как невидимые корни, и именно в этом заключается истинная красота.